Привет, с вами как всегда Маша Рябинина, и прежде чем мы начнем видео, очень интересная новость для вас. Я создала специальный плейлист со своей музыкой на ютубе. Кому интересно, можете зайти и послушать. Сначала будет появляться там, а потом везде. Ну, а теперь мы начнем. В последнее время контент находит сам себя. Ну или мне просто так везет. Короче, буквально неделю назад мне писала в директ девушка. Скинула мне мой пост и спросила, занимаюсь ли я музыкой. Обычно я не отвечаю, поскольку мне часто предлагают, какие-то рекламные предложения. Но тут меня заинтересовало, подумала, прикольно, спрашивает, интересуется, значит интересно. Стала ей отвечать и чуть позже зашла в ее инсту. Да, действительно, она тоже увлекается музыкой, на гитаре играет, поет. Профиль создан достаточно давно. Как выяснилось, она играла в рок-группе, еще и на пианино играет. Я ей скинула свое видео, она вроде как его посмотрела. Да, спасибо за просмотр. Тут она спрашивает про мою работу, я пишу, что я дизайнер фото-видео. Либо ничего интересного. Но тут она говорит про то, что она в каком-то международном проекте развивается и так далее. Потом она свое видео кидает, затем перекидывает мне скрин якобы с человеком, который сейчас прям лопнет от счастья после просмотра этого видео. На самом деле, если вы посмотрите это видео, тут как по стандарту. Путешествия, дорогие машины, вещи, как у бизнес-цыганов, которые вам продают информацию, которая и так в интернете лежит в открытом доступе. Почему бы не сделать простое видео? Зачем такое пафосное и вызывающее? Наоборот, оно отталкивает и хочется перестать смотреть. Ну, лично у меня так. Чуть позже нашего общения она кидает полноценную презентацию, которая длится на секундочку 2 часа. У меня столько времени не было, поэтому я просто поставила на перемотку. Короче, в том, как я поняла, это стандартная сетевая хрень и пирамида, целью которой является извлечение прибыли с наивных людей. На видео почти 3 миллиона просмотров. Комменты отключены, правда, только боюсь представить, сколько людей повелось на это. Мне стало просто интересно для контента. Я пошла смотреть, читать, узнавать про эту конторку. И да, чуйка меня не подвела. Действительно, как оказалось, это самая обыкновенная финансовая пирамида. Видимо, Марина оказалась той наивной простушкой, которая повелась и завлекает других мошенников в эту деятельность. Юридически к ним, к сожалению, не подкопаешься, но сам факт остается фактом. Если она и правда была мега крутой компанией, стала бы она искать туда людей в инсте. Я думаю, тут ответ очевиден. Вы можете прямо сейчас бить много чего нового и узнать про эту компанию. Там истории все похожи, как и моя. Вы скажете, может это конкуренция или заказные отзывы? Нет, вам бы так хотелось. Там как и крупные каналы, так и маленькие. Авторы говорят похожие истории, но разными словами. Им пишут под видом девушки или парня, они цепляются за человека. Это может быть что угодно. Музыка, спорт, фотографии или, как в моем случае, гитара. Марина просто цеплялась за это. Кого мы обманываем? Ей с самого начала это было неинтересно. Ей тупо надо было, чтобы я поговорила с кем-то там, и он бы, в свою очередь, мне бы еще больше навешал лапши на уши. Собственно, как и Марине. Я не скептик, я реалист. Смотрю на вещи здраво. Чтобы вам попасть в эту компанию, вам нужно купить карту. Она, разумеется, не бесплатна. Вы даже на сайте не сможете зарегистрироваться без приглашения наставника. Кстати, я ей предложила еще арт на заказ, но она, к сожалению, отказалась. Стоит им отдать должное. Там достаточно неплохие психологи, которые неплохо находят слабые места у людей и давят на их ради своих интересов. Вот сейчас думаю, может стоило согласиться на созвон, потроллить их хотя бы. Ну вот реально, как без смеха, можно к этому относиться. Я на своем примере показываю, чтобы обезопасить вас от лишней головной боли и проблем. Еще, конечно же, от потери денег. Хотите много денег? Идите либо в дизайнеры, или же в монтаж видео. Будьте аккуратнее и всегда проверяйте информацию, которую вам говорят. Не верьте на слово. По-другому никак в нашем современном мире.
лжи и обмана. С вами была Маша Рябинина. Поддержите меня, поставьте лайк и напишите любой связанный комментарий. Скоро увидимся.